Мы когда переезжали из Еревана в Белград, переживали, что здесь не будет фруктов армянских. А вот, пожалуйста, у нас уже шелковица есть. В этом выпуске мы много будем сравнивать Ереван, столицу Армении, и Белград, столицу Сербии. Мы расскажем о своем опыте, какие отличия, что схожее. Карточный домик, который по Трексвейзе. Нет, по Трексвейзе, который в грязных хатах. Он в Ереван приезжал недавно. Из забавного в Белграде ходят вот такие ребята. Рокеры из 80-х, только 20-летние. Мы давно не встречали подобных субкультур в реальной жизни. Дима в восторге от этих двориков. Один двор. Клен. Что Вот это, кстати, я не тоже знаю. какое-то фруктовое дерево, я не знаю, что это такое. Да, какие-то плоды зеленые висят. Береза. Можжевельник. Инжир. И там еще, кстати, вишня. Прям такие питерские парадные. Она даже не боится. Есть даже ящерки дружелюбные. Привет! Добр, да? На балконе лимона и лайма. Красота. Она с чем? Она с какими-то... Сушеная и с много очень сыра. Офигенно. Называется крок месье. Цены такие российские, мне кажется. Баварский сэндвич с прошутом. Опять же, очень удобно, все понятно. Просто выбираем классно. Получается. Во-первых, обратите внимание на березу. Это кайф. Во-вторых, дом. Боже мой. Очень красиво. Я поняла. Дима привык в Армении пить. Пить. Просто пить. Просто пить, да. Кофе из кофейных аппаратов. И вот он наконец-то дорвался Автоматы до сербского. кофейных, а не аппаратов. Ла-ла-ла. Ну, поняли. Давайте посмотрим, что здесь есть. Эспрессо дуги. Это что-то, видимо, длинное дуги. С омлеком, с молоком. С шоколадом. Теплый шоколад, который горячий. Так, все. Выбирай. Удачи. Первый глоток горячего кофе. Это успех. Кстати, неплохо. Да? Это Но все равно сладкий. молотый кофе или Нет, сублимированный? Сублимированный, наверное. Ну, это реально неплохо. Это успех. 7 из 10. Неплохо.
Из интересных находок есть микс арахиса и попкорна за 109. А еще аналоги тук, который называется так. Всякие зерновые с семечками. Есть огромный выбор снеков, и все очень дешево. Огромная пачка там чипсов за 179. Естественно, я русская, я беру чай. Я обожаю чай, я не могу жить без чая. Здесь он достаточно дорогой, но выбора полно. Взяла 100 грамм за 369 динар. Так, ну, смотрим обзор покупок. У нас вышло все на 3250 динар. Большая пачка чипсов, макароны, чай, соль, песто, сыр, мешок авокадо, ньокки, паста, упаковка клубники, шампиньоны, пиво, кофе, молоко, большая упаковка, попкорн, упаковка шпината, для выпекания бумага. А еще мы соскучились по таким акциям, когда из покупки дают наклеечки, и ты в итоге что-нибудь со скидкой покупаешь. Когда мы в Питер приехали, такого не было. В Ливане мы с таким не сталкивались. Мне кажется, это было так давно. И неправда. Да. Напишите в комментариях, есть ли такое еще в России. Мы не помним. Купили местные чипсы с острой паприкой. Это очень вкусно. Они ароматные. А что вы знали, Лена, это сомелье по чипсам. Я маньяк чипсовый, я бы так сказала. Они с запеченным каким-то вкусом. И запах такой натуральный, я бы сказала. Да? Мне кажется, похоже на... пахнет, прям картошечкой. Угу. Они очень приятные, очень вкусные. Они на русскую картошку похожи. Или московская картошка. Московский картофель, я как раз хотела сказать, что они более натуральные, как будто бы, нежели лейс, например. Лейс прям химозные. Ну да. И по текстуре они более натуральные, и по вкусу. Мне кажется, рифленые тоже вкусные должны быть. Да. Нет, это правда очень вкусно. Хотя я много видела от русскоязычной аудитории, как всегда, жалоб на то, что чипсы не те, бла-бла-бла, я не знаю, те не те, но это вкусно. Мне кажется, не стоит привязываться к каким-то старым вкусам, нужно быть объективным. Есть вкусные продукты, есть невкусные продукты. Хотя это все, конечно, вкусовщина. Ваш эксперт по чипсам, Елена. Отдельное удовольствие. В Белграде полно велодорожек и зеленых огромных парков, к которым мы привыкли в России. В Ереване те парки, которые есть, они все-таки по российским меркам это скверы или бульвары. Но вот такой вот утопающей зелени там не найти. Дима говорит, идешь вот так, и кажется, что вот-вот море появится. Правда. Прям курорт. Огромный тополь. Тут же инжир. Повсюду, кстати, инжировые деревья. Димон, для масштаба. Сравните, какое шелковичное дерево. Тутовое, гигантское. Милый дворик. Обожаю, обожаю. Все очень уютно. Как из рекламы. В Ереване нам очень не хватало такого досуга. Здесь все катаются на велосипедах, можно арендовать, на роликах, куча площадок футболом, теннисом, баскетболом, волейболом, йога-парк. Шикарные тополя. Димочка. Вы обнимаетесь с деревьями? Я не сумасшедший. А докажи. Вообще тишина, конечно, прекрасная.
Да, огромный плюс Сербии – это тишина. Тихие пространства, куча парков. Просто послушайте, как тихо. Но все равно дело в масштабах. Все-таки Армения маленькая и много всего. Да, это тоже. Там очень, в Ереване очень ощущаются толпы людей. Прям очень сильно. Мне кажется, Ереван прям переполнен людьми, потому что там узкие улицы, и получается все ходят таким гуськом друг за другом. Здесь же полно широких проспектов. Ну, пожалуйста. Ну, конечно, мы сейчас пока в парке, но тем не менее. Широкие проспекты и толпы людей не ощущаются. Здесь вам теннисный корт. Здесь вам Димон. Здесь вам гольф-площадка. А это падл, скорее всего. Падл. Я не очень их пока отличаю. Еще в Белграде очень любят собак. Да, очень много каких-то пуделей или других кудрявых пород. Вот таких. Да. Нет, таких нет, конечно. Кто же таких? Единичный экземпляр. Красных нет. Там не плачет. Пока единственное, чего мне прям действительно не хватает в Белграде, это пулпулаков. Пулпулаки — это фонтанчики питьевые городские. Ереванские пулпулаки нас избаловали. И, конечно же, вкусная вода из-под крана. Такие питьевые фонтанчики есть. Но вода в них очень специфичная. И не совсем понятно из-за качества воды, это питьевые или просто умываться. Можете тоже написать в комментах, подсказать. Вот это, кстати, вода Росса вкусная. Красота. Mogu ja da stavim ovdje kod mene zelene? Možete, vi ste vidjeli da sam uzela. 350. В общем, мы сделали вывод, что питаться выгодно в Белграде только в таких киосках фастфудов. Там можно купить либо большие куски пиццы. Вот такие куски пиццы можно купить за 180 и 220. Вот таких маленьких киосочках. Можно купить плесковицу и прочие местные фастфуды. Наконец-то пробуем плесковицу. Димон съел плесковицу с острым перцем и сидит, плачет. Это вкусно. Не стоило того. 320? Это малое, да. 170 грамм. Это считается за котлету. Я белая. Так. Большая. Большая? 470. 470. Окей. У меня маленькая, но это прям объедение. В ресторанах цены за одно горячее блюдо 700 динар минимум. Соответственно, чтобы тебе поесть полноценно, 1000 динар ты точно оставишь. Как по нам, это дорого. Это московские цены. Притом во всех заведениях, что мы смотрели, везде такие цены. Неважно, это кафешка где-то в захолустье или кафешка в центре города. На начальном этапе, пока мы не можем сформировать общую картину по всем расходам ежемесячным, мы предпочитаем питаться дома, потому что в магазинах нормальные, привычные для россиян цены. Ребята, здесь даже есть шелковица. Идеально.
еще пройтись по всем дисконтам, по разным магазинчикам. Разные аутлеты, Вайкики, Найки, Адидасы, Катоны, да, посмотрим. Мы тут подсчитали, мы не были в Икее где-то около 5 лет. Потому что в последний раз мы были в ней в Москве. Потом мы переехали в Питер, жили в Питере. Сколько мы жили в Питере? Около 3 лет. Около 3 лет. Потом переехали в Армению, жили там 1,5 года. И вот сейчас в Сербии мы идем в Икею. Интересно, насколько там отличаются цены, потому что я помню еще хот-доги за 29 рублей маленькие, и, по-моему, 69 были большие. И безлимитная газировочка. На сломка, короче, в Икее идем Да. икеяться. Да. Есть. И в Икее. Такого я не видела. Вино, шардоне. А еще здесь вот этот легендарный тортик. Помню его со студенчества. Дорвались. Всего и побольше. Что-то я переоценила свои силы. Второй хот-дог уже не лезет. Как и картошка первая. А этот поршень здесь. Ну что, давайте посмотрим, что мы накупили на почти 10 тысяч динар. Здесь получается 16 вешалок, коврик для ванной, ваза, формочка пластиковая, упаковка всяких ложек, поварешек, 4 кухонных полотенца, терка, гигантский заварочный чайник, горчица из Икеи очень вкусная, мы ее любим, контейнеры 3 штуки с крышечкой, сковородка с крышкой, открывашка, щетка для мытья посуды, ножи, друшлаг, адаптер сетевой, ножницы и набор из 2 досок. Очень много товаров, там терка какая-нибудь, 499 рублей, естественно, себестоимость ей максимум 200 рублей. Но, с другой стороны, Икея удобна тем, что ты сразу приехала в одном магазине, все набрал, всю эту мелочь кухонную, которая нам как раз была нужна. По ощущениям, как будто взяли немного, но, с другой стороны, мне помнится, что в России лет 5 назад мы бы, наверное, за столько и взяли эту кучу. Учитывая, что здесь из больших покупок это сковородка, чайник и набор ножей. Не знаю, напишите, что думаете.